Всем привет, друзья! Здравейте, приятели! Дима Даниэль, Скалско, Болгария. Холодные дни, где-то -7, наверное, самые холодные дни за все это время в этой зиме. Ну, справляемся, в доме тепло, полностью подготовились, все прекрасно и все хорошо. Сегодня очень актуальная тема, потому что по всем болгарским новостям, по всем блогам, фейсбукам звучит призыв к бойкоту торговых сетей 13 февраля 2025 года. Не так давно эти бойкоты проходят на территории Сербии, на территории Хорватии, на территории Греции. Ребята, но народу реально надоело людям, когда вот эти такие конгломераты, торговые сети крупные, на самом деле они просто медленно и верно прибивают все мелкие бизнесы. Потому что, люди открывают какие-то магазины фермерские, торговые сети делают так, чтобы эти маленькие магазины, маленькие бизнесы, на чем, в общем-то, и основаны очень многие экономики нормальных стран, то, что маленькие бизнесы тоже большие должны работать. А в торговых сетях делаются какие-то всякие разные вещи, и люди идут туда, убивая тем самым маленьких производителей. Мы живем в Болгарии. Болгария знаменательна тем, что в Болгарии прекрасные овощи, прекрасные фрукты, прекрасная кисломолочная и молочная продукция. Это, в общем-то, я не открыл здесь какую-то новость. Болгария все это производит. Но почему-то в торговых сетях мы видим цены сегодня, ребята. Молоко евро 60, евро 50, евро 80. Яйца 25 евроцентов за штуку. Сливочное масло. Все дорожает. Потому что торговые сети... Заботит ли их вообще средний и бедный класс населения? Я прекрасно понимаю, что богатым людям они не смотрят на цены, им вообще это не интересно. Но мы к этой категории, не знаю, слава богу, не относимся. И где мы покупаем продукты в Болгарии? Конечно, Kaufland, Lidl, Billa. Это самые 3 крупных торговых сети, куда мы все, в принципе, и ходим. Естественно, когда идет в Болгарии сезон овощей и фруктов, мы не покупаем ни овощи, ни фрукты во всех торговых сетях. Мы покупаем все это на базаре, которых базары фермерские происходят в каждом городе. Мы идем туда и покупаем болгарскую продукцию. Нам очень хочется покупать болгарскую продукцию, потому что мы живем в Болгарии. Это важно, когда человек живет в какой-то стране. Я, например, не буду в Болгарии покупать немецкое пиво, потому что нам очень нравится болгарское. Когда мы сейчас заходим в супермаркет, что мы видим? Испания, Турция, Греция. Почему-то из этих стран сюда идут и фрукты, и овощи. Кофе, растворимый кофе, банка, 12 евро, господа. Производство Голландии, Якобс. Дорого. А что нам делать? Что нам делать? Люди должны кушать. Еда — это очень большой объем нашего бюджета, потому что без нее мы не можем. Просто людям начинает надоедать, люди выходят на протесты. Чем будет знаменован вот этот протест 13 февраля? Да, в этот день призывают людей не покупать в торговых сетях, бойкотировать их. Друзья мои, бойкот, все вот это, в общем-то, какие-то слова со времен коммунизма, я не помню. Греция, Хорватия, Сербия. По статистике, после таких протестов, после таких бойкотов, да, в этих торговых сетях в эти дни уменьшилось количество сильно покупателей. Соответственно, к чему надо прийти? Надо прийти, чтобы они начали как-то задумываться. Задумываться не о богатых людях, у которых не считают платежи кредитных карточек. Им вообще по барабану. Человек зарабатывает, 5 евро, а он что, будет смотреть на цены? Да не смотрит он. Но ведь большое количество людей просто не могут, у них нет этих денег. И это, конечно, очень грустно. Как повлиять на торговые сети? Не знаю, никакой революции здесь никто в общем-то, не призывает никого. Но, наверное, в общем-то, если задуматься, если серьезно задуматься, что мы можем сделать и в чем может быть, в общем-то, наше участие вот в такой акции. Наверное, просто поменьше покупать в этих сетях. Наверное, просто какое-то время не прийти в эти сети, а может быть зайти в небольшие болгарские магазины, болгарской продукции, которых на самом деле много в Болгарии, в каждом городе есть такие магазины. И покупать именно у них, потому что туда привозят товары от производителя, не давать деньги этим крупным торговым сетям. Вот честно сказать, когда я прихожу на рынок,
Я вот прихожу на рынок за овощами со Светочкой, мы идем, когда сезон, я смотрю, кто продает. Я вижу, я сразу же понятно, а вот здесь стоят перекупщики, а вот здесь стоит бабушка, которая со своего огорода собрала эти помидорчики, собрала эти огурчики. Зелень я всегда куплю у бабушки, пусть у нее будет дороже, потому что я прекрасно понимаю, я не хочу давать деньги перекупщикам, у них и так все прекрасно. Я лучше куплю у фермеров, я лучше куплю у тех производителей, ну на самом деле я им помогу. Помогу ли я им, я не знаю. Но я лучше те же 5 евро заплачу тем людям, которые они будут в этом больше нуждаться. А перекупщики, они и так. Вот у нас, например, в Габрово есть там пару магазинов на рынке. Я знаю, что они перекупщики. Они есть на всех рынках. Там прекрасный товар, хорошие цены. Лично я стараюсь не покупать у них. Я лучше куплю у человека, когда я вижу... У него может быть тот же помидорчик, он не будет таким красивым, но я знаю, что он потратил силы, вырастил это на своем огороде, приложил свой труд, он тратит на это воду. Я лучше заплачу ему. Поэтому здесь слово бойкот, да я не знаю, конечно, но скорее всего, если, в общем-то, мы не сможем как-то в этом поучаствовать, опять, я не призываю к какому-то участию, я призываю немножко подумать и принять какие-то решения. Честно, мы со Светочкой за 2 дня до этого и еще неделю после этого мы просто не пойдем ни в Kaufland, ни в Lidl и ни в Биллу. Мы просто туда не пойдем. Не из-за того, что нам все равно придется туда идти. Ну, потом. Наверное, просто будем покупать меньше. Наверное, просто будем задумываться, чтобы не покупать у них лишнее. Потому что иногда ты смотришь на цены в болгарских супермаркетах, в этих сетевых, и я иногда поражаюсь, вы знаете. Очень часто ездил в Бухарест, и когда возвращаюсь из Бухареста, это Румыния, я захожу в Lidl, который на 20 километров от границы, и я попадаю в какой-то шок. Я не понимаю, почему тот же сыр, чеддер, лидловского производства, там Милбона, у них есть свой бренд, он в Румынии стоит дешевле. Такой же бренд, такая же упаковка. Он в Румынии на 10-15% стоит дешевле, чем в Болгарии. И это в сравнении со многими продуктами. Ребята, ну я не хочу оставлять свои деньги в другой стране. Не хочу оставлять свои деньги в Румынии. Я хочу оставить наши деньги в Болгарии, потому что мы здесь живем. Если бы я жил в Румынии, я покупал бы в румынских супермаркетах. Вы знаете, где-то 2 года назад мы со Светочкой очень часто катались в Турцию на машине. Катались в Турцию, это такая некая аттракция, проехать на машине 3 часа. Заходили в турецкие супермаркеты и покупали там продукты. Почему? Ну, потому что они реально в Турции были тогда дешевле. Сейчас я абсолютно не в курсе, сколько стоит в Турции продукты, потому что туда мы не ездим по некоторым причинам. В общем-то, мы граждане Израиля, и мы понимаем, что лучше оставлю я свои евро в Болгарии. Просто лучше я здесь заплачу другим людям. Очень хотелось бы, чтобы во многих селах я мог покупать молоко, яйца у фермеров, тем самым дав им деньги. У нас в селе, ребята, только один человек продает молоко, и яйца сейчас уже никто не продает. А в торговую сеть вы заходите, а там полно. Я хочу купить у бедных людей, не хочу покупать у богатых. У богатых и так все есть. В этом, наверное, какая-то и цель вот такого протеста, чтобы многие люди задумались. Давать поменьше вот этим крупным торговым сетям. Может быть, они задумаются, что надо снизить как-то цены. Цены снижать не на товары дорогие, которые там икра, дорогая рыба. Нет. Но есть базовый набор продуктов, которым пользуется каждая семья. Это макаронные изделия, это сахар, рис. Это не алкоголь, это не виски. Здесь не надо ничего снижать. Сейчас я не буду говорить про стоимость сигарет, потому что это не относится вообще к данной теме. Сигареты вредят, курение вредит нашему здоровью, и алкоголь вредит нашему здоровью. Мы говорим про товары общей необходимости. Скажите мне, сколько стоит в вашей стране греческий йогурт? Сколько стоит в вашей стране молоко? Болгария одна из беднейших стран Евросоюза. И очень непонятно, почему здесь, в сетевых супермаркетах, многие товары стоят дешевле, чем в той же Австрии и в той же Германии, где зарплаты
Ну, реально побольше, чем в Болгарии. Так. Почему сливочное масло французское в Болгарии стоит 20, чуть ли не 25 евро за килограмм президент, а во Франции оно стоит намного дешевле? Кто мне ответит? У нас что, в Болгарии коров мало? У нас молока мало? Почему молоко в Болгарии стоит 1,5 евро за литр? Я хочу получить какой-то ответ. Может быть, я тупой, может, я что-то не понимаю. Тогда вы мне объясните, дорогие мои друзья. Очень хочется понимать всю эту историю. Поэтому, наверное, если подвести какие-то итоги, но это, наверное, не настоящий бойкот. Бойкот — это когда люди не приходят в сетевые магазины неделями, и тогда эти сетевые магазины начинают терять прибыль, и чтобы привлечь обратно покупателей, они будут делать акции и снижать цены. Это, наверное, в общем-то, самая главная цель. Приведет это к чему-то? Но, скорее всего, к чему-то да приведет. Единственное здесь ключевое слово. Вот смотрите. Мы не пойдем, не купим. Вы не пойдете, не купите. Еще 50 человек или 1000 человек, посмотревших это видео, тоже в этот день просто почему-то не пойдут и не купят. Никто с голода-то не умрет. Сейчас начнутся какие-то комментарии, что за бред он несет. Господа, я вас всех тоже люблю. Я просто высказываю чисто свою точку зрения. Я полностью согласен с болгарами, сербами, и хорватами и греками, которые просто начинают эту некую волну. Это же наши страны, они в Евросоюзе. У нас полностью демократическое государство. Поэтому здесь все мирные вот такие вещи, они абсолютно законны, они ни к чему плохому не призывают. Мы хотим просто, наверное, я и вы, мы хотим, чтобы цены на многие товары были ниже. Что мы для этого можем сделать? Либо покупать меньше, либо не покупать в крупных торговых сетях. Вот, покупать при фабриках, покупать при магазинах, в мелких магазинах. Хотя многие говорят, что в мелких магазинах у них цены еще больше. Да ладно, господа, хорошо, пусть там будет на 10 евроцентов будет больше, но я лучше в наш магазин к Минке занесу свои деньги, пусть она заработает. Вот мне так кажется. Это чисто мое мнение. Я не знаю. Поэтому здесь нет призыва поддержать этот протест, бойкот. Вы сами для себя решите, как вы правильно должны действовать. Может, там махнете рукой, да мне без разницы. Хорошо, если 1000 человек будет без разницы, значит ничего не изменится. Ну давайте хоть что-то попробуем на самом деле. Не занесем им наши левые евро, а мы посмотрим, а мы через месяц сделаем какое-то такое же видео. Я специально через месяц пойду в те же магазины и посмотрю на цены. И тогда нам очень многое станет ясно и понятно. В остальном, друзья, хубавден, шелихам йом наим, говорим шели. Have you nice day, my friends. Чао-чао. Мира. Самое главное, мира, здоровья и удачи вам. Давайте посмотрим, что из всего этого получится.